Всем привет! Пришла мне посылка из Китая. Это кит-набор. Представляет собой генератор многофункциональный на основе микросхемы MAX 038. В комплекте в посылке пришло, значит, набор элементов. Сейчас посмотрим. Это корпус. Ну, традиционный для таких наборов. Печатная плата. Так, в сопроводительных документах только монтажная плата, перечень элементов. И это, видимо, инструкция по сборке. В состав входит 4 регулятора переменных. Естественно, микросхема MAX 038. Входное гнездо для питания. Кнопка. Это для переключения диапазонов. Конденсаторы электролитические. Сопротивление. Это набор SMD деталей. Не буду разворачивать, там они слишком маленькие. Ну, болтики для крепления. Ну, главное, одно из главных, это печатная плата с шелкографией. Все довольно хорошо видно. Просто измеряете детали по номиналу и ставите в соответствующее отверстие. Ну, за корпус я говорил, я его даже не распаковывал. Из оргстекла вырезаны элементы, которые потом соединяются в общий корпус. Ну, это в конце, когда все сделаю. Обошелся весь набор в $24. Привлекло меня это тем, что из подобных генераторов, которые есть в продаже, вот именно на базе этой микросхемы наиболее качественный, наиболее функциональный генератор получается. Генератор мне нужен для настройки и ремонта аудиоаппаратуры, радиочастотных устройств, проверки динамиков, поиск неисправностей в схемах, для калибровки измерительных приборов, ну, для измерения характеристик в аналоговых и цифровых схемах. Жалко, что не прилагается принципиальная схема, поэтому сборку я, пожалуй, начну с того, что нарисую принципиальную схему. А вот и схема генератора. Надеюсь, нарисовал ее без ошибок. Если необходимость посмотреть, нажмите на паузу. Распайку я начал с блока питания. Поставил разъем, 2 конденсатора, 2 микросхемы. Это на 5 вольт, минус 5 вольт и обвязка конденсатора. Сейчас включу, проверю, чтобы доходило напряжение, чтобы не было никаких перемычек. И буду продолжать дальше. Плюс 12 плюс 4,98. Так, сюда пошло 17-я ножка, есть 16-я ножка, есть R14, есть. Так, теперь минус. Так, минус 5-я ножка. 4,50. Понятно. 20-я ножка 4,5 и минус на микросхему усилителя 4,45. Ну, все напряжения есть, и плюс, и минус. Можно продолжать сборку дальше. Распаял я все SMD компоненты. Это микросхема по питанию, микросхема управления, усилитель сигнала и 2 конденсатора. Вот они маленькие, 13 и 21 в таком SMD исполнении. Особо хочу обратить внимание на конденсаторы, которые подбираются для выбора диапазона. Из всех конденсаторов надо выбрать вот эти с самыми точными показателями.
Ну а остальные там уже все, что останется. После распайки SMD компонентов буду распаивать все остальные элементы платы. Ну и в дальнейшем покажу результат. Паяю я обычным паяльником. У меня такой обычный паяльник, 25 Вт. Заточил жало. Но тут не очень видно. Так вот под углом. Ну, именно чтобы распаивать SMD компоненты. А в качестве канифоли использую канифоль на спирту. Такая бутылка. И она жидкая. После пайки легко промывать спиртом. Получается вот чистые места после пайки таких элементов. Ну и обратная сторона. Распаял я все элементы. Осталось ставить только микросхему в панель. Из особенностей можно сказать то, что перед пайкой защищать выводы всех элементов. Тогда пайка получается хорошая и не перегревается. Вот так вот оно выглядит. И вот с обратной стороны. Элементы корпуса. В нижнюю часть вставляется печатная плата. И вот эти 4 отверстия, с помощью них крепится печатная плата. У меня получилось так, что те болтики на М3, которые шли в комплекте, оказались коротенькими. Буквально там не хватало 2 миллиметра. Поэтому я нашел, слава богу, у меня такие были. Так вот выглядит прикрученная плата. С обратной стороны шляпки болтиков. Далее ставятся боковые и накрывается верхней крышкой. Так вот генератор выглядит в собранном виде. Я специально не снимал эту бумагу, потому что хорошо видны надписи. А если снять бумагу, не знаю, будет ли так хорошо видны эти надписи. И потом у меня есть идея переделать этот корпус, ну и кое-что по генератору. Внешние размеры его получились 10 сантиметров длина, ширина 6, почти 6, тут чуть-чуть не хватает. И толщина корпуса 1,7, а по регуляторам 3,5 сантиметра. После подключения питания устройство не заработало. Пришлось опять разобрать корпус. Причина оказалась в отсутствии напряжения минус 5 вольт. Не было пропаян вывод 5 на микросхеме U4, которая формирует именно минус 5 вольт. К тому же обнаружился такой момент, что сильно греется кренка. Вот это вот. Я ее уже перепаял. Хотел померять ток и отломался вывод у той кренки, которая была изначально. У меня под руками была вот такая, я поставил такую. Потребляемый ток всего генератора составил 120 миллиампер. И даже вот эта микросхема 5 вольт греется очень сильно. С одной стороны, я подаю 12 вольт, поэтому ей надо сделать 5, надо много посадить и преобразовать в тепло. А во-вторых, минус 5 вольт формируется вот здесь, из плюс вот этих вольт. Поэтому эта микросхема несет на себе двойную нагрузку и за свои 5 вольт, и за вот эти инвертированные минус 5 вольт. Но замена дала и положительный эффект, так как общее напряжение плюс 5 и минус 5 довольно ощутимо выровнялись. Сейчас я подам напряжение и покажу. Через разъем я подключил 12 вольт. Приходит 11,79. На выходе плюс 5,07. И на микросхеме у нас
минус 4,7 и 5,08. На выход out я подключил осциллограф. Выход out — это прямой выход ножки 19 микросхемы MAX 038. И понаблюдаем сигналы. Частоту я выставил 1 кГц. Напряжение нерегулируемое, оно выдается то, что выходит с микросхемы. По паспорту там до 1 вольта, но вот сейчас 535 милливольт. Нажатием кнопки S1, желтая, мы меняем форму сигнала. Ну, сейчас треугольник, синусоида. Напряжение уже 670 милливольт. Та же частота. Прямоугольник. Выходное напряжение 1,05 и та же частота. Это в положении перемычки. Вот она, выбор сигнала. Когда выбирается между тремя сигналами: треугольник, прямоугольник и синусоида. Если переставить перемычку в левое положение, естественно, будет другая форма сигнала и по-другому будет регулироваться. Так, я переставил перемычку влево. Что мы имеем? Нажатием на кнопку меняем. Получилась пила. И регулятором пилы, это первый регулятор, можно наклонять ее вправо, влево. Нажатием на клавишу S1, ну это синусоида, якобы должна была бы быть. Вот такая она. А в режиме прямоугольник мы можем менять ширину импульсов этим же регулятором. От 10% по осциллографу 10,3 и до 86,2%. А в положении в правом этой перемычки стандартное положение будет для такого вида сигнала 50%. В ходе экспериментов появился такой нюанс. Когда регулятор вращения частоты попадает в минимальное положение на любом диапазоне, ну, где-то в 1/3 каждый раз своего положения регулятора, то срывается колебание и срывается работа всего генератора. Чтобы ее восстановить, приходится выводить эту ручку в середину, отключать питание, потом опять включать и вот таким вот образом запускать его заново. Поэтому я к сопротивлению R8 добавил еще 9 кОм. У меня было просто такое сопротивление. Получилось где-то в районе 12-13 кОм. И теперь при вращении регулятора частоты во всем диапазоне генерация не срывается. Вот он докручен в минимум. Получается 48,9 кГц. И вот регулятор до максимума. Получается 228 кГц. Вот во всем диапазоне туда-сюда можно вращать, генерация остается. То же самое прямоугольник. Ну и так по кругу. Поэтому у кого такая ситуация будет возникать, срыв генерации, превращение частоты в маленькую сторону, в маленьком пределе, надо увеличить R8. В той схеме, что под видео будет, я все эти данные укажу. Собрал генератор в корпус, подключил на выход регулируемый выход осциллограф и посмотрим сигналы на выходе. Так, подаю питание. Генератор выдает частоту от 1 Гц до 20 МГц, но не все сигналы поддерживают такую частоту. Для прямоугольной и пилообразной формы сигнала
этот диапазон составляет от 30 Гц до 1,5 МГц. Для треугольника от 6 Гц до 4,5 МГц. И синусоидальный сигнал поддерживается на всем диапазоне до 20 МГц. Ну, там немножко искажения есть, но, в общем-то, форма сигнала поддерживается. Я сейчас переставлю перемычку выбора диапазона и проверим, покажу на каждом диапазоне. Итак, частота сигнала 6 Гц, 780 милливольт, синусоида. Это прямоугольник, ну, по идее, должен был быть вот такой скошенный. И треугольник, тоже растянутый. Дальше увеличим частоту. Так, 10 Гц. Треугольник уже хороший становится. Он где-то у меня 6 Гц такой получался. Синусоида, как и была. И более-менее уже становится прямоугольный сигнал, похожий на сигнал. Так, следующий диапазон. Так, это прямоугольник и добавляем частоту. $304 Гц. Треугольник и синусоида. Все хорошо. Дальше. Ну, я все перебирать не буду. Сейчас я через несколько перескочу. Так, это уже килогерцы. 28 килогерц синусоида. Прямоугольник. Треугольник. Так, и сейчас сразу в мегагерцы перескочим. Так, мегагерцы у нас 1,23 мегагерца. Вот, прямоугольник уже начинает искажаться. Вот он такой вот по фронтам. Треугольник, синусоида нормально держится. Так, 7 мегагерц синусоида. 7 мегагерц 7,78 синусоида. Треугольник уже искажен. И прямоугольник тоже не похож на прямоугольник. Так, а это если это уменьшить. Ага, это треугольник. Синусоида. И вот прямоугольник. Ну вот больше 1 мегагерца уже начинается искажение. Ну, проблема может быть как и в генераторе, так и в щупе, который идет к осциллографу. Может и у него быть. И последний диапазон. Это когда перемычку вообще убрать. Частота получается по максимуму 21 мегагерц. 21 мегагерц. Так, ну вот синусоида, треугольник и прямоугольник. В общем, все свелось к синусоиде. То есть из всего диапазона синусоида только выдерживает такую частоту. И пару слов об амплитуде, регулировке амплитуды сигнала. Сейчас я выберу сигнал какой-нибудь. Ну вот, например, 428 килогерц. Это у нас синусоида. Регулировкой смещения, вот вот оно как работает. А вот работает амплитуда.
уменьшается сигнал. Там буквально уже 136 милливольт, 50, 40 милливольт. Вот 2 милливольта, но уже практически его и нету. Вот, и когда сигнал увеличивается, вот тоже особенность такая регулятора, доходит до какого-то предела, и дальше срывается колебания. Вот, пошли уже искажения, и все, и колебания пропадают. Ну, тут, слава богу, можно вернуться назад и восстановить все. То есть причина такая же, как и в частоте. Этому регулятору надо подставить вниз, там, где он к минус 5 вольтам подключается, сопротивление. Посмотреть, на каком пределе оно срывается, подставить такой номинал сопротивления. Лучше пусть оно не доходит туда, до этой зоны, зато срываться не будет. Ну и искажение уже появляется. Вот снизу искажение сигнала. Вот так вот работает регулятор амплитуды. Целым генератором я доволен. Он выдает все те частоты, которые мне и нужны были, даже с большим запасом. Но кое-что я переделаю. Переделаю я полностью блок питания, сделаю его трансформаторным от сети и 2 микросхемы, плюс и минус 5 вольт. Переделаю также переключатели диапазона и выбора сигнала. Этот поставлю галетный на 8 или на 9 положений. Ну а этот обычный переключатель. Один общий влево и вправо. То же самое переделаю вот выход. Поставлю обычный высокочастотный разъем, ну вот примерно как вот в осциллографе. Вот такой вот. Чтобы включил разъем, вставил, а не вот такой вот. Ну, это уже будет другое видео. У кого будут вопросы, пишите. По возможности буду отвечать.